В чем суть марксизма? Основные тезисы. Первое. Материалистическое понимание истории. Согласно Марксу, ни идеи, ни личности определяют ход истории, а материальные условия жизни – способ производства материальных благ. Следовательно, чтобы изменить общество, нужно менять базис – экономику. Второе. Трудовая теория стоимости. Стоимость любого товара или услуги определяется количеством труда, затраченного на его производство. Отсюда следует, что прибыль капиталистов – это своего рода неоплаченный труд рабочих. Третье. Теория прибавочной стоимости. Капиталист платит рабочему за его рабочую силу, но в процессе труда рабочий создает гораздо большую стоимость, чем получает обратно в виде зарплаты. Эту разницу, названную Марксом прибавочной стоимостью, и присваивает себе капиталист. Четвертое. Классовая борьба как движущая сила истории. В основе развития общества, согласно марксизму, лежит классовая борьба. История человечества – это история борьбы классов, находящихся в антагонистических противоречиях друг с другом. При капитализме главными враждующими классами являются буржуазия, капиталисты и пролетариат, наемные рабочие. Буржуазия, владея средствами производства, эксплуатирует рабочий класс, присваивая созданную им прибавочную стоимость. Эта эксплуатация, утверждал Маркс, порождает непримиримый классовый конфликт. Рабочие объективно заинтересованы в ликвидации частной собственности и установлении своей власти. Поэтому они ведут борьбу против буржуазии, используя различные формы, забастовки, демонстрации, революции. В конечном счете, по мыслям Маркса, эта классовая борьба должна завершиться свержением господства капиталистов и переходом к бесклассовому коммунистическому обществу. Маркс создал учение об общественно-экономических формациях. Маркс полагал, что человечество в своем развитии проходит через различные общественно-экономические формации. В период советской власти эти этапы были систематизированы в пятистадийную модель. Первобытно-общинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, коммунистическая. Переход от одной формации к другой совершается путем социальной революции, вызываемой обострением внутренних противоречий предыдущей системы. 6. Диктатура пролетариата. После свержения капитализма, согласно Марксу, должен установиться переходный период к коммунизму, диктатура пролетариата. Это означает полную политическую власть рабочего класса, которая позволит ему подавить сопротивление свергнутых эксплуататорских классов и построить новое бесклассовое общество. 7. Построение коммунизма. Высшей целью марксизма является создание коммунистического общества, бесклассовой общественно-экономической формации, основанной на общественной собственности и принципе, от каждого по способностям, каждому по потребностям. При коммунизме будет достигнуто изобилие материальных благ. Исчезнет эксплуатация человека человеком, общество освободится от пережитков прошлого, и наступит свободное гармоничное развитие каждой личности. Канал «Марксизм для каждого». Напишите свое мнение в комментарии по данному поводу. Подписывайтесь на Telegram, ссылка в описании. Спасибо, что вы с нами и дослушали до конца.